Друзья, я рад приветствовать вас на канале Ренат Строит. А тем, кто видит меня впервые, добро пожаловать. И если вы не подписаны на мой канал, просьба подпишитесь. Тем самым вы поможете моему продвижению. Друзья, в сегодняшнем выпуске речь пойдет о том, что некоторые недобросовестные строители могут раздуть из маленькой проблемы большую и обогатиться на этом. Друзья, как вы можете видеть, за моей спиной находится деревянный дом, сделанный в финском стиле, с выносами стропил, кровля, гибкая черепица. Фирму сказать точно не могу, так как не я монтировал. Данный дом был построен 15 лет назад. Смотрите, что с ним произошло за 14 суровых наших российских зим. Вот эти красивые вылеты стропильные, которые не накрыты крышей, просто-напросто сгнили. Обрабатывались эти стропила единожды, когда монтировался данный дом. Забегая вперед, хочу сказать, что до меня здесь были строительные бригады, которые рекомендовали полностью переделать крышу. А нужно ли это делать, вы увидите далее, друзья. Take a moment right here, feeling like it's out gear, driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere I swear, like an outlaw on the run, dangerous but it's so fun. Как вы можете видеть, доска абсолютно не потеряла своих качеств. Вот именно эта стропилинка. Вот в следующей стропилинке чуть-чуть есть повреждения, но сейчас мы обработаем специальным средством, какое я вам покажу. Вот сейчас полностью все допилю и уже будем обрабатывать. Друзья, первое, что я сделал, я потыкал саму стропилину, потыкал как-то, конечно, слово такое не особо, но я проверил гвоздем, насколько далеко повреждена стропилина. Стропилина была повреждена как раз уличный свес, который находился за кровлей. Вот в основном есть некоторые моменты, которые ушли чуть-чуть дальше, но это не критично. Сейчас я вам чуть-чуть позже покажу, какие моменты я имею в виду. Вот, проверил стропил в хорошем состоянии, торцы тоже покажу. Вот, и уже потом приступил к спиливанию этих гнилых торцов. Вот можно видеть, что было внутри стропилины. Уличный свес, стропилина, вернее, висела за кровлей. Вот, не защищена от осадков, от снега, от солнца. И вот смотрите, получается 14 лет, 14 зим. Вот такое творится. С этой стороны, да, все печальненько. Здесь, как вы можете видеть, доска более чем наполовину целая. Друзья, как я спиливал торцы, вы уже видели. Следующим действием мне нужно выполнить обработку этих торцов. Обрабатывать я буду торцы вот этим средством. Средство довольно-таки недорогое, но зарекомендовало себя как качественно. Оно разводится, это концентрат в бутылке. В инструкции все написано. Если будете использовать, обязательно ознакомьтесь. Разводится с водой. Торцы все чистенькие, сейчас вам покажу. Вот вы можете видеть. И, соответственно, ни о какой замене полностью демонтаже и монтаже крыши речи идти не может. Сейчас все покажу, как обрабатываю. Друзья, можно даже подручными средствами удалить вот эту гнилую часть. Но вот тут дырка, получается, не сильно далеко. Буквально пару сантиметров. И, соответственно, сейчас я туда постараюсь кистью обработать более качественно, побольше. Данное средство по инструкции разводится 1 к 4, но мы постоянно разводим его 1 к 2. Не бойтесь, что у вас будет средство разливаться. Нужно пропитать по максимуму, чтобы все впиталось в древесину, и чтобы жидкости было более чем достаточно, чтобы не экономить, самое главное.
Думаю, что полностью вам обработку смотреть неинтересно, поэтому... Друзья, ну вот так вот выглядит это вблизи. Со стороны не так все критично, но вот здесь можно увидеть вот такую картину. Ну вот, конечно, здесь все сгнило, это уже труха. Вот, ну а вот здесь вот, все видите, все очень достойно. Свежеспиленная стропилина. Вот, немножечко давайте расскажу о этой кровле. Гибкая черепица, мягкая кровля, всякое называют. Узор кирпичиками, вот подкладочный ковер вместо капельника выпущен. Вот, и здесь должен был быть еще первый ряд, но он отсутствует. Но в этом ничего страшного нет, так как есть подкладочный ковер. Вот такой рисуночек. Кровля тоже в удовлетворительном состоянии. Ну, после 15 лет эксплуатации, как бы, я считаю, что это даже прекрасное состояние. Told my boss that I'm done. Had no luck with my mom. Say, what will you do with your life? You know it's hard to survive. A cigar in my mouth. Maybe guilty but proud. Now I'm an outlaw on the run. Dangerous but it's so fun. Друзья, вторая сторона тоже у нас подрезана, обработана. Пока сохнет первый слой, давайте я вам расскажу о той теме, которую говорил еще 2 недели назад на новой рубрике. Как раз тогда я говорил, что будет разыгрываться баня. Кстати, если хотите поучаствовать, переходите в описании, будет ссылочка на условия розыгрыша. Вот. Ну а вторая как бы рубрика, которую я анонсировал, но не сказал какая, это как раз вот будет именно помощь подписчику. Друзья, давайте немножечко вернемся к тому выпуску, в котором было объявлено о розыгрыше бани. Там в комментариях комментарии были как поддержки, так и были сверхматематики, которые писали, что если я вдруг продам 5000 билетов, то я обогащусь и так далее. Во-первых, количество билетов ограничено. В условиях к розыгрышу, друзья, написано 1500 билетов. Да, при несложной математике мы можем посчитать сумму, которая выйдет, если мы их продаем. Средства, которые будут выручены сверх стоимости бани, мы пустим на рубрику «Помощь подписчику». Поэтому, участвуя в розыгрыше бани, вы сможете не только попытать свое счастье выиграть баню, а также поддержать мой канал и поддержать нуждающегося подписчика, друзья. Также помимо самой бани есть еще поощрительные призы. Их будет 12. Поэтому даже если вы не выиграете баню, есть большая вероятность, что вы сможете вернуть свою стоимость билета в 2-кратном размере. В начале выпуска я говорил, что до меня здесь были строители и говорили, что нужно переделывать крышу. Как вы сами могли убедиться, после диагностики крышу менять не нужно. Все обошлось минимальными затратами, друзья. И данный объект будет примером для рубрики «Помощь подписчику». В описании будет указана почта, пишите туда свои истории. Работа на этом объекте у меня закончена. Как вы можете видеть, стропила подрезаны, проверены, даже уже обработаны и подкрашены торчики, как будто с ними ничего не происходило. Друзья, на этом наш выпуск подошел к концу. Хочу вам пожелать всего самого наилучшего. Крыши над головой, здоровья. Подписывайтесь на мой канал, а также подписывайтесь на мой инстаграм. Я там публикую все, что у меня происходит в первую очередь. С вами был канал Ренат Строит. До новых встреч в новых выпусках, друзья. Пока-пока.